уличное освещение дома. Как его сделать и как его сделали мы расскажем и покажем вам в этом видео. А вы, конечно же, оставайтесь с нами, подписывайтесь, жмите на ракету, пишите ваши комментарии, ведь вы на канале Манюнин дом, а здесь все про свой дом и загородную жизнь. Уже тогда, когда мы планировали наш дом и участок, мы закладывали 3 сценария освещения. Первый сценарий – это освещение на вот таких столбиках у нас заложено. В каждом столбике есть уже закладные под фонарики, которые мы в дальнейшем планируем установить. И вы обязательно посмотрите, как мы это будем делать. Мы будем показывать все на нашем канале, поэтому обязательно оставайтесь с нами. Второй сценарий освещения – это периметр и фасад дома. Как вы видите, вот что получилось, фонарики по всему периметру у нас также расставлены и еще есть на гараже. И третий сценарий освещения – это подсветка газона, которая будет у нас установлена вот на таких столбиках на данном этапе. Сейчас это выглядит вот так, лампочка Ильича нас тут встречает. У нас, кстати, собака постоянно ее отгрызает и куда-то уносит, раньше так было. Вот. Но мы планируем, конечно, это все красиво, эстетично закрыть, установить. Все это ждет нас с вами впереди. Итак, друзья, продолжаем. Благодаря подсказкам Кирилла, он, кстати, за камерой, он меня снимает и подсказывает, что мне вам интересного рассказать, потому что это полностью его тема. Итак, вернемся к нашим 3 сценариям. Все эти 3 сценария управляются 3 датчиками света. Здесь мы с вами видим выводы, они, конечно, еще пока не завершены, в дальнейшем это все закроется, дооформится. Эти датчики света, как они работают? То есть, когда у нас смеркается, случается вечер, да, вечереет, то свет по периметру дома будет включаться автоматически. И периметр, и подсветка газона, и также вот эти столбики, которые мы с вами видели, все 3 сценария, они будут включаться. А когда будет светать, когда будет наступать утро, все будет отключаться. Таким образом и работают эти датчики света. А теперь давайте вместе с вами посчитаем, сколько же электроэнергии будет потреблять вся эта система освещения улицы. Итак, мы посчитали, всего у нас 31 лампочка. В общем, потребление электроэнергии этими 31 лампочкой составляет около 160 Вт. И все это можно приравнять к 3 лампочкам Ильича, каждая из которых по 50 Вт. Если работа лампочек у нас в среднем 6 часов в день, то один день потребление электроэнергии этими всеми лампочками уличного освещения нам обходится 10-12 рублей. В месяц у нас выходит где-то 360 рублей. Друзья, нам интересно было бы узнать, сколько стоит киловатт электричества в вашем регионе. Обязательно напишите это в комментариях. Итак, мы включили освещение, чтобы показать, как это выглядит наглядно. Сейчас, конечно же, светло, но когда становится более, когда темнеет, это видно очень классно, смотрится и можно оценить преимущество такого освещения не только в красоте, да, и в эстетичности, но и в практичности, потому что когда вечер, периметр участка весь подсвечивается. И проходя вот здесь, например, вечером, тут все хорошо видно, не нужно ничем себе дополнительно подсвечивать. Мы идем по дорожке и прекрасно все видим, куда и зачем мы идем. Также у нас есть терраса, нами любимая, и как вы видите, по периметру террасы у нас развешена гирлянда новогодняя. Ей, конечно, мы пользуемся только в зимнее время, в новогодние праздники. И, кстати, ловите классный лайфхак, у нас там установлено реле времени. Что это такое? Реле времени помогает установить нужное время, когда ваша гирлянда будет включаться и выключаться автоматически. Это нужно для того, чтобы туда вот не залазить, этот выключатель не дергать, не включать, не выключать, как мы делали первое время, а потом, спасибо Кириллу, он все-таки вот установил такой классную штуку, что очень мы оценили, особенно когда холодно, и выходить утром, бежать выключать гирлянду, ну, мягко говоря, не очень хочется. А вот с такой классной штукой это очень стало удобно и комфортно всем. Так что берите на заметку. Сейчас я подошла к нашему гаражу, и здесь мы с вами можем наблюдать, как уже очень хорошо все видно. Я тут стою, меня тут все хорошенечко подсвечивает наша лампочка. Ребят, сейчас вместе с вами посмотрим, как выглядит эта лампочка вблизи. А эта штука, она как откручивается, Кирюх? А, вот это вот откручивается. А для чего ее закручивать? Ее можно закрутить, да, чтобы она не светила. Оказывается, тут эта штука. А, лампочку менять. А как она с 2 сторон светится? Сейчас с одной стороны на забор. А так такая же. А, это на забор. Все, я поняла, ребят. Я не поняла. Это, в общем, лампочка для забора. Она у нас будет светиться с одной стороны, потому что на фасаде дома у нас с 2 сторон тут светильнички такие установлены, а здесь вот с одной стороны вот так вот это все откручивается. На ощупь это все такое прям приличненькое, массивное, я вам хочу сказать. Так, вот она как выглядит. Посмотрите, это вблизи. Алюминиевый корпус. И лампочка легко заменяется.
Вот здесь вот фиксаторы специальные расположены для того, чтобы это все прикрутить. А это сам датчик света, про который мы с вами разговаривали, я вам рассказывала. Пойдемте покажу, где у нас будет крепиться, как это будет выглядеть. Вот сюда это все зафиксируется в дальнейшем. И получается, когда будет у нас темно, датчик будет срабатывать, и свет будет по периметру дома включаться. А когда будет светать, наступать утро, датчик также будет срабатывать, и все электричество будет отключаться. Вот такая вот классная система, все для людей просто. Живем с вами в потрясающее время, когда есть, можно сказать, все. Ну что, давайте прикинем, как это будет все выглядеть. Вот так вот примерно это будет все выглядеть очень хорошо. Кстати, видите, я сегодня сочетаюсь с нашим забором, я тоже шоколадная. И вот такая красивая лампочка у нас скоро будет. Я надеюсь, через недельку где-то мы с вами ее прикрутим. Итак, друзья, в этом видео мы с вами поговорили про уличное освещение дома, периметра дома, рассказали, сколько же стоит электричество такого всего освещения. Если это видео было для вас интересным и полезным, обязательно нас поддерживайте. А мы желаем, чтобы каждый из вас мог сказать, как же дома светло и хорошо.